Госсекретарь Энтони Блинкен 16 сентября поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь приветствовал недавний прогресс между сторонами, в том числе соглашение о регулировании делимитации границ. Блинкен подчеркнул значимость двусторонних отношений между США и Азербайджаном и отметил приверженность США успешному проведению конференции КОП-29 в Баку, которая состоится позже в этом году. Госсекретарь и президент Алиев обсудили сферы регионального и двустороннего сотрудничества, включая важность соблюдения Азербайджаном международных обязательств и обязательств в области прав человека. Это американский вариант релиза телефонных переговоров Блинкен-Алиев. А теперь приведем азербайджанский вариант. Президент Ильхам Алиев заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что в регионе уже установился мир. Президент подчеркнул, что именно благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве. Президент Ильхам Алиев отметил, что именно наша страна выступила инициатором мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул важность того, чтобы Армения, основываясь на своей конституции и других законодательных актах, прекратила территориальные претензии к Азербайджану, а также завершила деятельность оставшихся в наследство от прошлого структуры Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ними организаций. Касаясь вопроса демаркации границ, президент Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса, и сообщил, что этот процесс будет осуществляться на основе соглашения. Поскольку состоялся телефонный разговор Блинкена с Алиевым, где Алиев в очередной раз похвалился, что с войной он изменил реалии, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан ведет активную антиамериканскую пропаганду. Это отрывок из воскресного главного выпуска азербайджанской государственной телекомпании, где упоминается, что после встречи Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен, состоявшейся в Брюсселе 5 апреля этого года, Ереван продолжает нарушать прекращение огня. Брюссель отдал приказ расстрелять армянскую армию? Таков заголовок статьи. Разумеется, в докладе также обвиняются США в эскалации ситуации. Я не перестаю повторять, что Азербайджан ясными пропагандистскими речами обвиняет Запад в своих будущих опасных шагах. Естественно, оно также продает Москву по хорошей цене. Между тем, Баку даже не представляет, сколько козырных карт вкладывает в руки Еревана. Те же самые американцы популярно объяснили Алиеву, что армянская конституция не содержит претензий к его стране, но он решил продолжать. Хорошо, пусть продолжает. Время работает на Армению. Путину Армения ничего не должна, а вот Алиев обязан ему по гроб жизни. И этот должок с него спросят в виде новой войны, которая станет для Алиева последней. Выживший из ума депутат алиевской голосовальной машины Расим Мусабеков типа угрожает Армении. Оказывается, от границы оккупированного Нахидживана до Еревана всего 40 километров, и на это расстояние стреляет РСЗО «Смерч». Ты ж мой хороший, не хотел тебя огорчать, но придется. Ты не поверишь, но от Еревана до Нахидживана тоже 40 километров. И это расстояние могут покрыть имеющиеся у Армении артиллерийские системы. Но главное в другом. Ты предлагай это Алиеву. Нам это как раз и нужно, чтобы раз и навсегда похоронить его поганый режим. И, кстати, Мусабеков, почему ты в качестве примера приводишь российские РСЗО? Разве у вас нет вооружений из Израиля, Турции или Сербии? Как-то не модно сейчас из российских систем стрелять. Плохая примета. Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, выступая во вторник на форуме по безопасности в Баку, заявил, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном поспособствует открытию Зангезурского коридора, который, в свою очередь, обеспечит прямое транспортное сообщение из Азербайджана в Европу через Турцию. Устойчивый мир между странами поспособствует открытию Зангезурского коридора. Это, в свою очередь, обеспечит прямое транспортное сообщение по маршруту Азербайджан, Армения, Нахидживан, Турция и Европа, сказал он. При этом Калын умолчал о том, на основе каких принципов будет действовать это транспортное сообщение, что и является главным камнем преткновения в данном вопросе.
Из свежего интервью пресс-секретаря МИД Азербайджанской Республики приведем несколько важных моментов. Из полного текста довольно ясно, что Азербайджан никакого мирного договора с Арменией подписывать не будет. Естественно, пока не будут выполнены условия, выдвигаемые Азербайджаном. По проекту мирного соглашения на данный момент согласованы многие пункты, то есть около 80% проекта, в то время как некоторые пункты остаются неурегулированными, то есть окончательного соглашения нет. Однако это не означает, что соглашение должно быть подписано путем исключения из проекта неурегулированных пунктов, как предлагает сторона Армении. Для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою конституцию, в которой в настоящее время сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Пока Армения не исключит данные претензии из своих законодательных актов, о мире между двумя странами не может быть и речи. По вопросу открытия коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахидживанской автономной республикой, в течение почти последних 4 лет Армения не выполнила свои письменные обязательства, которые были зафиксированы и подписаны. В 9-м пункте трехстороннего заявления четко прописано, какие обязательства есть у Армении и как будет организован контроль за транспортным сообщением, заявил Айхан Гаджизаде. Сейчас самое время для Запада превратить Армению в крупного союзника вне блока НАТО. Неаффилированное британское издание The Byline Times опубликовало в июне статью, которая не только не утратила актуальности, но и становится все более злободневной для Армении. Армения находится в нестабильной ситуации, когда она не может полностью разорвать отношения с Россией, если у нее нет гарантий безопасности от крупной державы. Армения могла бы использовать модель таких стран, как Индия, ОАЭ и Вьетнам, поддерживающих хорошие отношения со всеми геополитическими центрами силы и одновременно развивающих собственную сильную систему. Подобно таким малым странам, как Южная Корея, Израиль и Эстония, Армения имеет развивающуюся технологическую индустрию с отличными IT-специалистами и учеными. Развитие технологической отрасли может быть полезно для более тесных связей с региональными и мировыми державами, которые могут захотеть инвестировать в страну. Подача заявки на вступление в НАТО может поставить Армению в бессрочное пребывание в предбаннике из-за позиции Турции. В свою очередь, Венгрия никогда не проголосует за вступление и будет держать Ереван в подвешенном состоянии, если обе страны не получат от Армении уступок, как это было в случае с сопротивлением интеграции Финляндии и Швеции в НАТО. Вместо этого Ереван мог бы стать крупным союзником, не входящим в НАТО, с растущими двусторонними связями с каждой страной-членом, подобно Японии, Южной Корее, Тайваню, Новой Зеландии, Аргентине и ОАЭ. В настоящее время Франция развивает военные и двусторонние отношения с Арменией, что вызывает открытое осуждение со стороны Азербайджана, который использует гибридные методы в Новой Каледонии. Однако главной проблемой интеграции Армении в Запад будет безопасность на границах, особенно в условиях угрозы новой войны с Азербайджаном. В настоящее время Франция и Индия направляют в Армению тяжелое вооружение. И хотя это уже прогресс, но необходимо предпринимать и другие усилия. Поскольку на армянской границе находится большой контингент азербайджанских солдат, а ОДКБ является неумелым оборонительным союзом, на линии соприкосновения должен быть размещен небольшой контингент сил НАТО по аналогии с миссией в Косово. Достаточно всего нескольких сотен военнослужащих НАТО, дополненных американскими советниками, которые могли бы обучить армянскую армию и привить ей западную военную доктрину. США уже развивают связи с Арменией через спонсируемую НАСА программу «Артемис» и обучение армии. Армения – это страна с огромным потенциалом и развивающейся экономикой и IT-сектором, которая должна получить статус союзника, не входящего в НАТО. Окруженная экзистенциальными угрозами и гарантами, управляемыми корыстными клептократами, Армения может столкнуться с еще большими бедствиями, если не будет иметь более сильной международной помощи в области безопасности. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях. Оставайтесь в курсе самых актуальных новостей. Спасибо за вашу огромную поддержку, мы это очень ценим.